Ксюш, скажи честно, тебе нравится делать минет или нет? Да? Ну вот, а тебе нравится начинать делать минет, когда член уже в эрекции или без? Если это новый партнер, то ты всегда ожидаешь чего-то нового, и что бы там ни было, это будет классно, интересно и по-новому. Круто делать такие круговые движения языком, когда ты опускаешься вниз, поднимаешь и делаешь круговое движение, опускаешься вниз языком, опять делаешь круговое движение и вот так. И при этом еще руку используешь. Всем привет, я Ева Эльфи, и у меня в гостях сегодня Ксюша. И сегодня мы поговорим на такую очень интересную тему, нравится или не нравится девушкам делать минет, какие ощущения они испытывают и какие плюсы и минусы для девушки, когда она делает минет. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, а мы начинаем. Ксюш, скажи честно, тебе нравится делать минет или нет? Да? Ну честно. Да ладно, нет, честно, мне нравится делать минет. На что ты обращаешь внимание, когда начинаешь делать минет? Ну вот ты такая расстегиваешь ширинку, такая ого, или такая блин, или такая вау. Дай подумать, с чего бы начать. Ну, наверное, я обращаю внимание на член. Нет, на самом деле, я не думаю, что так важно, если, например, вдаваться в детали, какое белье на парне или насколько много растительности у него в штанах. Я думаю, самое важное — это атмосфера, это сексуальное напряжение между вами, и когда ты спускаешься ниже, не обязательно спускаться при этом ниже, мы понимаем, что позы бывают разными, но так или иначе важно то, что между вами уже присутствует вот этот вот разогрев, который, в принципе, отметает все какие-то мысли, и ты просто приступаешь к процессу. То есть тебя не смущает, когда парень сильно зарос или не брит, или наоборот кого-то смущает, что парень слишком выбрит и выглядит как ребенок? Тебе что больше нравится? Блин, мне кажется, что самое важное — это эффект новизны. Это что значит? Если это новый партнер, то ты всегда ожидаешь чего-то нового, и что бы там ни было, это будет классно, интересно и по-новому. Прикольно. Мне, например, нравится, когда парни, вот знаешь, они побрились там день назад или два, и такая с легкой небритость, такая ощутина. Это так сексуально выглядит. Это выглядит классно, но это может покалывать. Но это может покалывать, если вы переходите уже непосредственно к полноценному сексу с проникновением. Обычно во время минет это не мешает. Ну вот, а тебе нравится начинать делать минет, когда член уже в эрекции или без? Блин, мне нравится, когда в эрекции. То есть ты такая открываешь ринку, надеешься, что там уже будет стоять член? Обычно я люблю перед этим поглаживать рукой через белье или непосредственно контактировать с членом таким образом, чтобы возбудить партнера. И уже тогда, когда он встал, переходить к процессу. Потому что мне кажется, девушкам не всем нравится начинать делать минет, когда член не стоит. Ну то есть это усилия нужно прикладывать, достаточно долго что-то сделать. Но хотя в этом тоже есть, наверное, какой-то смысл. Я вот не задумывалась над этим, что мне нравится больше, но чаще приходится делать минет, когда член не стоит. Да? Слушай, а мне наоборот. Ну, это на съемках, когда не стоит. То есть тебе нужно его поднять перед съемкой, помочь партнеру. А в жизни, да, конечно, ты начинаешь делать минет, когда уже член стоит. Да, согласна. Переходишь. В этом есть различие. Окей, мы нашли с тобой член. Что мы делаем дальше? Ты используешь слюни или смазку? Ты знаешь, когда как? Если под рукой есть маска, то я предпочитаю использовать ее. Ты такая намазываешь член смазкой. Блин, на самом деле, у тебя во рту. О, боже, я это ненавижу. Это вообще обычно выглядит странно, когда ты такая: сейчас, подожди секунду, я сейчас вернусь. И ты идешь куда-то, у меня она обычно стоит на одной и той же полке в комнате, и мне нужно подойти к этой полке, взять смазку, а у меня их много, поэтому мне еще нужно взять, выбрать какую-то конкретную, вернуться обратно к постели, на которой лежит возбужденный партнер, открывать эту крышку. Что сейчас будет? Да, а ты такая, типа, сейчас я открою ее, и там дзюбик какой-то, вот это вот все. Начинается магия. Но в итоге оно того стоит. Как правило, это очень помогает процессу. Я, кстати, да, завела такое правило: в каждой комнате держать смазку. То есть на кухне смазка, в комнате смазка, в спальне смазка, да. То есть тебе не нужно никуда ходить и не отвлекаться ни на что. Это очень удобно. Да. То же самое можно, кстати, с презервативами делать. Это очень удобно. Я вот больше не очень люблю в оральном сексе смазку использовать, потому что рот такой становится жирный, язык жирный. Мне понравилось вот пить воды перед минетом побольше, чтобы слюней больше вырабатывалось, и делать такой слюнявый минет. И это прикольно. Я знаю лайфхак про жвачку. Ты знаешь лайфхак про жвачку? Берешь жвачку и где-то за полчаса до минеты жуешь, и от этого тоже выделяется больше слюны. Она будет, наверное, такая сладкая и липкая немножко. Нет, ты знаешь, к тому моменту уже слюни выделяются сами по себе, весь вкус жвачки пропадает, и остается только вот это вот ощущение, пережевываешь, когда вот прям чуть-чуть. Прикольно. Интересно, а парням нравится, когда девушки делают слюнявый минет или когда делают со смазкой? Я уверена, что нравится, когда слюнявый.
щекавой, но я рекомендую написать об этом в комментариях. Да, ребята, пишите в комментарии, как вам нравится больше минет, когда девушка использует смазку или свои слюни. Кстати, пусть они еще напишут в комментариях, нравится ли им, когда слюни стекают по подбородку, у всех хлюпает очень громко. Ой, я вот не очень люблю, да, когда стекает по мне, но мне нравится, когда вообще много везде слюней. Я знаю, что по моему собственному опыту партнеру нравится, когда чуть ли не макияж у тебя по щекам льется, и ты вся такая заинтересованная процессом, увлеченная, просто забывшая обо всем. Да, плюешь на член, плюешь на себя, у тебя просто глаза потекли, ты вся в слюнях. Да, это реально кадр. Такое редко, да, такое редко бывает в жизни, такое чаще увидите в порно. Мало, наверное, девушек такие: да, я красилась 2 часа, давай, для того, разотри. чтобы ты размазал по моим щекам мой тушь, боже мой, как это здорово. Нет. Нет. Друзья, у меня для вас минутка важной информации. У Model Hub день рождения. А что такое Model Hub? Model Hub – это площадка одного из моих основных сайтов, где вы меня видите. В честь этого для своих зрителей на моем YouTube-канале я дарю вам промокод YouTube. Он дает вам скидку 30% на все мои платные ролики, а также на кастомные видео. Все подробности вы найдете в моем твиттере, а ссылочку вы найдете в описании. Помогите мне стать победительницей, и я скажу вам огромное спасибо. Давай перейдем к рукам. Мне вот интересно, тебе нравится делать его с руками или без, или как-то чередовать? Я в основном чередую, то есть начинаю как бы с руками, все равно же его держу, это да. член, и ты как бы все равно его держишь, и рука, она какой-то создает какой-то эффект, например, сжатие. Мне, например, нравится использовать, как одно вот так делаешь кольцо, и да. типа И вводишь сверху вниз? Да, сверху вниз, но при этом ты еще как бы с членом во рту, и ты, получается, опускаешь и делаешь глубже, и так создается такой двойной эффект, как будто тебе двойной минет делают. Это прикольно. Есть такое. Вот, и так часто бывает, довожу до оргазма парней. Это прикольно. Я знаю про технику, когда ты делаешь руками вот так, в обратную сторону, и говорят, что парням это очень нравится, но я обычно делаю одной рукой. Да, одной рукой и ртом еще помогаешь, и языком. Да, прикольно. Языком, кстати, и язык. по уздечке, это прикольно, Да, мне кажется. очень многие говорят о том, что им безумно нравится, когда подключают язык, я всем советую. Да, язык, мне кажется, можно еще очень круто делать такие круговые движения языком, когда ты опускаешься вниз, поднимаешь и делаешь круговое движение, опускаешься вниз языком, опять делаешь круговое движение, и вот так. И при этом еще руку используешь. Ну, как бы, это моя любимая техника, наверное. Честно, интересный факт из моей биографии. Я как-то ходила на тренинг по глубокому минету, нас там обучали разным техникам, и вот как раз-таки, когда нам перечисляли вот в том числе варианты, которые назвала ты, я применила почти все на практике, и, как я понимаю, самый, наверное, востребованный — это когда ты делаешь вот так вот рукой и одновременно опускаешься вниз. И он, наверное, самый удобный для обоих партнеров и приятный по ощущениям для парня именно вот на месте, как бы в процессе. Как ты относишься вообще к горловому минет? Тебе нравится, когда парни вот это берут тебя за голову и пытаются сделать горловой минет? Как ты вообще относишься к этому? Раньше, когда-то, мне казалось, что это круто, потому что мне, в принципе, нравилась вот эта демонстрация силы мужской в постели. Сейчас я немножко настороженно к этому отношусь. Мне не очень нравится, когда партнер направляет меня силой. Мне нравится, когда это происходит мягко, или когда он задает темп, который ему больше нравится. Ну, мы как бы сюда за удовольствием пришли, поэтому помоги мне, милый. Но если происходит такое, что меня резко начинает насаживать головой на член, мне не нравится. Вообще, как делать горловой минет? Вот ты что испытываешь, если его делаешь, если ты его делаешь? Во-первых, я считаю, что его нужно делать в строго определенных позах, удобных 69, лично для тебя. Мне кажется, самое удобное. Да, в 69 удобно. Я еще знаю, что можно лежать на боку, но это, в принципе, не очень удобно, когда вы лежите на боку, и типа что-то вот не то. Вот в порно часто бывает, что девушка как бы свешивает голову, но я так пробовала, это вообще как-то не очень удобно. Я должна заметить очень важный момент. Это опасная поза. Да, она как бы, челюсть как-то так неестественно делается. Во-первых, очень велик риск подавиться. Во-вторых, в принципе, когда ты находишься в таком положении, ты априори уязвима перед партнером, и любые его действия, ну ты, если и сможешь его остановить, то только кряхтя, закатывая глаза, и когда будешь бить по нему ладонями. Это опасно, я сама эту позу не практикую и другим не рекомендую. Она классно выглядит в порно, но она может быть опасной. Но в жизни не очень, ты еще наливаешься просто весь кровь, у тебя голова такая красная, лицо красное. Кровь в глаза. Вы представляете, потерять сознание с членом во рту, задохнуться. Я даже представить себе в кошмарах этого не могу. Боже мой. Поэтому... В каких позах тебе нравится делать минет? Мне нравится... Твоя любимая поза. Блин, моя любимая поза — это когда парень либо стоит, либо сидит, а я нахожусь перед ним на коленях.
То есть тебе нравится доминация? Мне нравится, ну, я не сказала бы, что это доминация, и мне не нравится чувствовать себя уязвимой в сексе, потому что для меня это все-таки такое, ну, это дискомфорт. Но мне нравится эта поза, потому что она, во-первых, удобная, во-вторых, наверное, потому что я все контролирую. Я могу удобно держать член перед собой, я могу видеть, как партнеру, удобно, неудобно, то есть я могу прямым текстом спросить, ты хочешь стоять или хочешь сесть, может быть, он хочет лечь. И плюс ко всему, ну, это как-то, не знаю, это классика, что ли? Мне вот не очень удобно, когда парень стоит, а я сижу на коленях, потому что у меня рост маленький, и мне приходится немного вот так запрокидывать голову, и у меня затекает шея. Для меня более комфортно, когда парень сидит на краю, например, кровати, дивана, а я на коленях снизу. То есть я как бы нормально ощущаю свою голову, или когда он лежит. Это тоже очень удобно. Да, кстати, когда лежит хорошая поза, я не очень часто ее практикую, но мне нравится, как в этот момент ты опять же все контролируешь, и ты можешь выбрать удобный угол, ракурс. Это классно. Ну вот мне кажется, такие позы, когда парень стоит, или когда ты сидишь на нем, ну, на коленях возле него, это хорошая поза для того, чтобы он как бы кончал, тебе удобно было бы. Да. А когда ты типа вот так такую голову опускаешь, это не очень удобно. Да, а еще если он кончит, то это все пойдет вверх и может пойти носоглотка. Еще хуже, когда в глаза попадает. О боже, нет. Во-первых, я не люблю, когда кончают на лицо. Это, кстати, я тоже думаю, что нам нужно обсудить, когда нам нравится, когда кончает парень. Я не люблю, когда кончает на лицо, потому что я не понимаю, в чем смысл. Мне кажется, когда ты кончаешь на лицо партнеру, у тебя такой классный, красивый партнер, ты как будто брызжешь на него чем-то и меняешь его, и делаешь его лицо не таким прекрасным, как оно было до этого. Да, потом я еще 5 часов хожу с красными глазами, не могу их открыть, я вот так, мои глаза, я ничего не вижу. Ты смываешь сперму с век. Да. Блин, и к тому же, если на тебе макияж, и ты потом вынужден... Короче, я не знаю, я не понимаю, в чем прикол кончания на лицо. Это классно смотрится в порно, но в жизни мне кажется, что это немножко... Ну да, соглашусь. Тогда что мы выбираем? Либо кончать на лицо, либо кончать в рот, либо куда, если мы делаем минет? В руку? Я глотаю, но также мне нравится, когда партнер кончает на грудь или на спину. Мне кажется, что как минет тебе кончат на спину. Ты такая, подожди. Оп. Блин, нет, это уже... Черт, я уже ушла не в те дебри. Ну ладно, окей, я просто сказала, куда мне нравится, когда кончают. О-ла-ла, теперь мы это знаем. Я просто представляю, такая девушка. Подожди, не кончай. Не, ну подожди, если... Ну, например, можно удобно кончить на грудь, когда ты такая, типа, ну все. Да, это красиво. Но мне нравится, когда в рот. Мне нравится, в принципе, вкус спермы, но почему-то некоторых парней возбуждает, когда девушка не глотает и выплевывает, типа она такая, это классно, мне кажется, это тоже классно это, для типа, порно, знаешь, практично для жизни. Это так, типа, по-юношески, что она там стесняется, или ей не хочется глотать, она думает, что это так пошло. Вот ты о чем. Я подумала, что ты имеешь в виду, когда девушка при тебе, типа, сплевывает себе, оно все стекает, вот типа такого там плана. в цветок выплюнуть или за окно. Почему все мои кактусы высохли, они же кактусы? Потому что ты слишком часто сплевывала в них. Но по факту, наверное... блин, я считаю так. Любая девушка имеет право как угодно обращаться с финишем партнера. Все, ты ее отдал, теперь она моя, я могу распоряжаться с ней, как я хочу. Мое личное мнение, девушка в этом плане ведущая. Вы договариваетесь на, как бы, заранее, но если уж на то пошло, если ты хочешь сплевывать сперму, сплевывай ее. Если ты не хочешь ее глотать, тем более не нужно это делать. Я знаю многих девушек, которые ни разу не пробовали сперму. Я тоже. Я парочку таких знаю, и я могу сказать, что это твое право. Ну да, почему нет? Но мне кажется... Подожди, нужно попробовать секси в село, это ж прикольно. Я знаю, что есть 1% девушек, у которых есть аллергия на сперму. В любом виде попадает на кожу, ты глотаешь, на влагалище. Она попадает как тогда забеременеть? На кожу или на слизистую. Видимо, приходится идти какими-то окольными путями. Как появляется аллергия? Насколько я знаю, это все-таки выражается именно на коже. Она попадает на кожу, и появляется покраснение, и начинает чесаться, и нужно принять какое-то средство, чтобы это все дело прошло. Как ты относишься к зрительному контакту? Тебе нравится, когда ты делаешь минет, ты смотришь в глаза партнеру, или тебе такая, ой, нет, я не хочу смотреть тебе в глаза, я стесняюсь? Блин, я, наверное, ко второму типу отношусь, но не потому, что я стесняюсь, а потому, что я чувствую неловкость. Я не знаю, почему. У меня то же самое, когда партнер делает кунилингус. Я не могу встречаться с ним глазами, мне становится дико неловко от происходящего. Да, я вот замечаю, что когда мне делают куни, я не очень смотрю в глаза, я просто закатываю глаза и наслаждаюсь. А вот когда я делаю минет, мне почему-то иногда нравится ловить взгляд, и типа что-нибудь подмигнуть или еще что-нибудь, позаигрывать. Слушай, ну в последнее время... Или посмеяться, постучать там членом по лицу, смотреть в глаза. Моя ты прелесть. Это типа так мило, типа, алло. С моим текущим партнером мне тоже иногда нравится встречаться с ним взглядами, и я понимаю, что в этом есть какая-то прям такая клевая изюминка,
выдумка, наверное, мне просто нужно было с возрастом к этому прийти, но вот раньше я, например, вообще не могла сталкиваться взглядами с партнером, я сразу такая... Ну, то есть тогда, когда он стоит, и ты сидишь на коленях, ты вообще не смотришь, у тебя все равно голова как-то вверх. Я могу изредка поднимать глаза, но потом я опускаю их обратно. Я предпочитаю делать минет закрытыми глазами, наверное, потому что в этот момент я могу, не знаю, обдумывать рецепт борща, который приготовлю вечером. Простите, пожалуйста. Такая, ну, я делаю, тебе приятно, но думаю о чем-то другом. Что-то там в судоку было какое-то слово, надо будет потом собрать. Вот судоку так. вообще есть слова, там, по-моему, цифры. То есть да? тебя абсолютно не возбуждает, когда ты делаешь минет? Да нет, на самом деле, конечно, меня это возбуждает, но ровно до какого-то момента. То есть я придерживаюсь такого мнения, что минет нельзя, как и любую, в принципе, сексуальную практику, нельзя слишком сильно затягивать. В конце концов, когда ты делаешь минет, очевидно, что ты делаешь какое-то однообразное действие, которое не сопряжено напрямую с твоим удовольствием, то есть со стимуляцией чего бы то ни было. Если, конечно, твой партнер там не ласкает тебе рукой и так далее. И когда это длится слишком долго, ты начинаешь, во-первых, банально уставать. Челюсть устает у всех. С этим сложно спорить. Во-вторых, ты начинаешь переключаться, ты начинаешь остывать во всех смыслах. И это уже немножко не то. Я не к тому, что вы должны кончать скорее, скорее, быстрее, ребята, нет. Просто мне кажется, что минет это либо... Это либо разогрев перед сексом, либо окончание секса. Да, совершенно верно. Вот я считаю, что так же. Вот мы обсудили с Ксюшей, что нам нравится в минете, а что не нравится. Если вы с чем-то не согласны, пишите об этом в комментарии, а также не забудьте написать, вам нравится, когда девушка использует слюни или смазку. С вами была Ева, с вами была Ксюша. Не забудьте подписаться на Ксюшу, ее ссылку вы найдете в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем ролике.